Всем привет! Вы на канале Alten Games. В этом видео долгожданное сравнение зимнего ивента в TDS и TDX. Я сравню эти игры по нескольким параметрам, а в конце видео подведу итог. Для начала давайте сравним карты зимнего ивента. В TDS карта выполнена на очень высоком уровне. На ней вы сможете найти большое количество построек, мелких деталей и для многих огромную часть ностальгии. Ведь в этом ивенте вернули босса Frost Spirit, а для меня, например, это был первый ивент в TDS. Также здесь встречается несколько новых игровых механик. Видно, что разработчики потратили много времени для того, чтобы создать данную карту и наполнить ее большим количеством интересных деталей. Это также одна из самых больших ивент-карт в TDS. Давайте вместе рассмотрим интересные механики, придуманные разработчиками для этого ивента. Большое количество построек на карте разрушается со временем, открывая новые пути. Противников на поле боя доставляют специальные снежные десантные машины. Выглядят они очень классно. Также часть карты со временем уничтожается огнем артиллерии. И на ней вы больше не сможете поставить ваши войска. TDX разработчики разбили зимний ивент на две части. Первая карта мне понравилась больше. На ней мы с вами можем наблюдать большое количество деталей, а также несколько построек. Деталей на этой карте меньше, чем на зимней карте в TDS, да и размер значительно меньше, но зато зимних карт в TDX 2. На ней также есть веселая отсылка, как и на первом зимнем ивенте в TDX. Перейдем ко второй карте. К сожалению, она достаточно однообразна. Выполнена она в виде длинного прохода, ограниченного высокими стенами. Зато на ней есть интересная механика. Враги бегут вперед в попытках уничтожить наши ворота. При этом, если эти ворота повредить, мы их можем ремонтировать, что выглядит как достаточно интересная механика. Теперь перейдем к сравнению противников, которых мы с вами встретим во время этого зимнего ивента. По моему мнению, по данному пункту разработчики TDS вновь постарались лучше. Враги для зимнего ивента являются уникальными и обладают различными механиками атак и смерти. Большая часть врагов перемещается по земле, но есть и летающие противники. Также мне очень понравился возрожденный Frost Spirit. Спецэффекты атак данного босса выглядят очень круто. Босс также обладает отличными анимациями и перемещается по карте не только пешком, но и перелетая из одной части карты в другую. Разработчики TDX также постарались над противниками в зимнем ивенте. Но, к сожалению, многие противники позаимствованы из прошлого зимнего ивента. А еще враги из первой карты большей частью повторяются и во второй. Мы также с вами встретим босса из первого зимнего ивента TDX и вспомним, каким крутым он был. Зато финальный босс первой части зимнего ивента выглядит очень прикольно. Ведь вряд ли вы ранее сражались с огромным роботом в виде печенья, которое после смерти еще и взрывается. Стоит отметить, что во второй части зимнего ивента добавляется несколько новых противников. Также многие из них обладают интересными механиками. Нам повстречаются как наземные, так и воздушные противники. Противники в ивенте TDX обладают высокой сложностью, и против них необходимо применять разные тактики.
Финальный босс выполнен на высоком уровне. У него отличные анимации и достаточно высокая сложность. В общем, противники в зимнем ивенте TDX сложнее противников из ивентов TDS. Теперь давайте сравним награды за зимний ивент в TDS и TDX. В обеих играх мы можем получить две зимние ивент башни. В TDS обе башни получаем за прохождение ивента на разной сложности. В TDX одну зимнюю ивент башню получаем за прохождение второй карты, а вторую за прохождение Battle Pass. Что касается других наград в TDS и в TDX, у нас есть Battle Pass. В TDS наград значительно больше, но Battle Pass разделен на две части, бесплатную и платную. В бесплатной части 8 скинов, 3 эмоции и большое количество визуальных наград. В платной части 7 скинов, 4 эмоции и огромное количество визуальных наград. В TDX Battle Pass всего 8 скинов, 2 эмоции, но зато они абсолютно бесплатные. По итогу, даже если учесть только бесплатные части Battle Pass, TDS немного вырывается вперед, а если учесть еще и платную часть, то значительно опережает TDX. Еще одним пунктом сравнения данных ивентов будет музыкальное оформление. Считаю, что на этот раз как разработчики TDS, так и разработчики TDX справились на отлично, и по этому пункту они равны. Давайте подведем итоги. Ивент карты. TDS 10 баллов, TDX 7 баллов. Мое мнение следующее. Разработчики TDS значительно лучше проработали карту зимнего ивента. Добавили в нее множество мелких деталей, а также более качественные кат-сцены. Зато разработчики TDX сделали две зимних карты и также добавили кат-сцену, но на мой взгляд карты менее интересны. Следующий пункт — монстры и боссы. Разработчики TDS создали уникальных противников для зимнего ивента, а также крутую анимацию и спецэффекты для финального босса. Разработчики TDX создали множество интересных противников, финальный босс также выполнен на высоком уровне. Но, к сожалению, противников многих они заимствовали из прошлогоднего зимнего ивента, поэтому TDS 9 баллов, а TDX 7,5 баллов. Награды. Если учесть только бесплатные награды, тогда разработчики TDS сделали немного больше типов наград, но разработчики TDX также максимально к ним приблизились по их количеству. Если вы можете вложить робуксы в дополнительные награды, тогда TDX может предложить значительно больше наград. Решать, делать вам это, либо нет, только вам. Награды 8,5 баллов TDS, 10 если вместе с платным пассом, и TDX 8,5 баллов. Музыка — одинаковое количество очков. Итак, финальные очки. 27,5 баллов TDS, если с платным пассом, то 29 баллов, и TDX заработал 23 балла. Мое мнение, что у TDX зимний ивент значительно проще, чем Хэллоуин ивент. В TDS наоборот, зимний ивент получился лучше, чем Хэллоуин ивент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите ваше мнение в комментариях. До встречи в новых видео, пока-пока.